Амор Алкин. Кстати, зря Слава по северу не ездит. Полярный Урал и тундра получше, чем Кавказ. Сверлаж, Санти, приезжайте к нам в Узбекистан. Да приеду куда угодно, ребята. Собирайте группу, человек 10, и приеду. Пишите мне в WhatsApp, договоримся. Я ж легкий на подъем до мастер-классов. Так что пишите. The Same Mary, 467. Я по состоянию здоровья физически не могу взять все краски с собой на пленэр. Поэтому каждый мой выход с маслом – это эксперимент по работе с ограниченной палитрой. Но палитра-то у вас есть? Есть. Купите такой, который закрывающийся, который вот у меня, что я придумал. И выдавливайте на нее краски, которые вам пригодятся. Форматы большие не надо, вот маленькие, парочку возьмите. Краски выдавленные, ну, белила одни возьмите с собой, белила побольше, ну, от тюбик. А остальные уже есть. И пишите себе на здоровье, не проблема. Я так часто делаю. То есть из дома выдавил, положил это все в рюкзачок, на спину и пошел. UserHO3LN, тут много каких-то цифр, такой ник. Скажите, пожалуйста, какие кисти у вас в приоритете? Имею в виду форму и ворс. Заметила, что перестала использовать круглые кисти, а я наоборот. Неудобно. Ну, хорошо, неудобно. Делайте удобно, хоть пальцем. Я носком писал, у меня как-то продрался носок. И я, чтобы его никто не заметил, я его снял и раз и краской начал писать темперы. Мы писали на открытии улицы какой-то в Москве, нас мэр пригласил. Ну, через, конечно, подставных лиц. Нарядили нас в какие-то одежды смешные. Батоя тоже. Поехали вместе с ним. Изюм Илья был. И что кисти, что салфетки, носком писал. Так что удобно писать не кистями, а мозгом. Мозг нужно настроить так, чтобы музыка игралась вот на настроенном инструменте. Нужно рояль этот настроить, то есть видение свое настроить. А инструменты Репин вообще окурком рисовал. Ну, отобрали у него врачи все карандаши. Сказали, нельзя тебе, ты болен. Он нашел где-то там, подсыбарил где-то, кто-то бросил бычки. Вы думаете, что он бычки собирал? Да нет, это я в детстве собирал. Да. Вот, и этим окурком, он, значит... То есть неважно, чем вы рисуете. Ну да ладно, я еще не дочитал. Значит, плоские вам удобно, и мне удобно. Круглые вам неудобно, мне удобно. И круглый носок, обмотанный на палец, дырявый, тоже удобно. И еще на ваших работах с альхона удивительно, пронзительно синий цвет. Какую краску вы там использовали? Или совокупность красок? С уважением и приветом из Керчи. UserHO3LN и еще там много цифр. Я использовал вот эта длинная работа, 60×90, ФЦ синяя и белила. Мощно. Она работает тепло-холод, знаете, как мощно. Я никогда, в принципе, так не хулиганил, а здесь очень точно, потому что Байкал в это время был прям, горел синим, ФЦшным. Поэтому замесил и кисти в приоритете разные. Ворс бывает и такой вот, во все стороны равны, и очень нейлоновые кисти. Мне Жеся посоветовала, она сейчас в Черногорию уехала. Жеся, спасибо большое, ведут себя хорошо. То, что ты прислала. Ну, ссылку на кисточки я купил на Валберис. Нейлоновые. 100% нейлон. Они не распушаются, но я люблю еще распушными писать, потому что есть эффект случайности. Там, где нужно точно, значит, я беру... Еще я купил нейлоновые кисточки для ногтевого сервиса. Ну, они маленькие. Были бы побольше, ведут себя замечательно. А что значит ведут? То есть я пишу, а на ночь, ночью я не пишу.
я ночью сплю. Вот. На ночь кладу в такое вот судно. Ну, судно, как это, не то, что вы подумали. Ну, пластиковое такое судно, налитое водой, и туда насыпан порошок стиральный для стирки автомата. У меня другого нету. То есть я, побольше бортики. Вода, порошок. И кисточки кладутся. Вот так вот и кладутся. Берем кисточку и кладем не вот так вот, как раньше, в кисти-мойки, а вот так, чтобы они не сохраняли свою девственность. Понимаете, да? И потом берешь, прежде чем положить, естественно, ты их вытер, там масло осталось. Положил, ребята, вот так вот. Опять взял в салфеточку раз, и никуда не денется. И как будто она только что ею писали, она прекрасно держит ворс. А еще люблю жесткие кисти. Такие вот, чтобы прям, из щетины поросячьей. То есть нужно сочетать и мастихин, и кисти разные, плоские, круглые, и жесткости разные. Потому что бывают разные задачи. Бывает, нужно мягко погладить, а бывает жестко прицелиться. Я имел в виду, конечно, сковородкой, так его не возьмешь. Одна же женщина беседует с подругой и говорит, они беседуют, и подруга, которая пригласила в гости, она, кладет, мужа ждет, и кладет ему, в тарелку борщ наливает, туда кладет что? Пирожок с этим самым, с клубничным вареньем, оливье, авокадо, сыр, конечно. Все это укропчиком, тыкву, в общем, как положено, как он любит. А подруга, она говорит, ты чего? Надо же по разным тарелочкам разложить. Компот еще туда. Она говорит, нет, ты не понимаешь, мой муж художник, а я хочу, чтобы он следил за питанием и хорошо питался. Как же он будет это есть? Это же свинья не будет есть. Да он художник, если ему положить все красиво, он не будет есть. Он сразу натюрморт и будет писать. Так что юзер, ход, трилане и еще много цифр. Какие цифры в приоритете, кисти в приоритете? Все кисти в приоритете, лишь бы они были. И главное, чтобы краска еще была. И краску нужно на кисточку, чтобы было много. Вот не надо ее вот так вот тюк, как многие выдавят, значит, я говорю, да, еще белил, она опять тюк. Вот так вот соплю маленькую. Как ей можно что-то серьезное написать? То есть краска на кисточке должна быть. Без краски написать не удастся. Так что не жалейте краску, это как заварку тоже. Так, друзья, очень многие смотрят, не подписавшись на мой канал эти видео. Это не порядок. Нужно поставить подпись, потому что это мне нужно, чтобы канал развивался. Помогите уже. И ставьте комментарии, лайки, вопросы, опять же. Будем рассматривать все вопросы в порядке, непонятно какой очереди. Они у меня все тут собираются. Если я не успеваю, то я попозже отвечу, не переживайте. Да, и совсем забыл, готовлю совершенно бомбический урок про тон в живописи, в пейзаже. Это просто очень важно, потому что я опять по новой схеме. Но это теоретический урок. Я просто мотив, работа, и разбор работы на основе того, что вы видите в мотиве. Там около 50 минут материала, он уже смонтирован, скоро я его запущу, так что готовьтесь, это будет просто. Это фундаментальный из разряда, фундаментальных уроков, таких базисных, которые нужно, чтобы понять вообще, как это с этим тоном-то вообще разобраться, как его видеть и что с ним делать. 51 урок «Теплый ноябрь». Это небольшой формат, он интересен тем, что горизонтальная компоновка, сильно горизонтальный формат. Любой вытянутый формат, вертикальный, горизонтальный, это всегда преимущество.
Как использовать это преимущество, как наиболее выигрышно закомпоновать мотив, об этом урок. В нем подробным образом показано и рассказано, как сравнивать тональные отношения больших пятен, как грамотно использовать мастихин в работе и почему это порой крайне необходимо. В этом уроке раскрыт главный метод живописца в работе над пейзажем, по крайней мере тот, который я ставлю на первое место. 51-й урок, теплый ноябрь.